Всем доброго времени, с вами снова канал Радов Одесса. Сегодня мы на другом объекте, в прошлом видео делали балкон. В этом видео, не в этом видео, а на этом объекте мы делаем полностью квартиру под ключ. Будем показывать все видео. В этом видео покажем, как ставить маяки на дверь с проемом. Прикол в том, чтобы нужно запараллелить обе стенки. Вот. Поэтому подписывайтесь, будет интересно. Идем. Вот. Идем на объект. Сейчас покажу, где мы работаем. Такой вот у нас тут колоритный одесский дворик. Покажи, Валик. Все. Вот. Что хотел показать. Смотрите, какое дерево огромное. Вот. Это не тополь, а баобаб просто какой-то. Вот. Ну, дерево действительно большое. Ладно, теперь идем на объект. Сейчас покажу. Вот. Вот наш такой вот объект. Наши первые два окна. Вот, заходим. Здесь, как видите, у нас уже все поштукатурено. Подготовка идет. Здесь тоже. Вот. Сегодня покажу, как штукатурить вот эту вот такую стеночку. То есть с той стороны в комнате мы уже все отштукатурили. Вот. Здесь проемы по провилке выровняли. Вот. И нам нужно теперь что сделать? Это запараллелить стенку. То есть сделать ее одинаковой толщины с обоих сторон. Вот. Что мы сегодня и сделаем. Вот. Это делается для того, чтобы дверь у вас потом стала нормальная и не было нигде перекосов. То есть нужно стенки с проемом параллелить. Сейчас мы переоденемся и все покажем. Итак, чтобы выставить маяки, запараллелить стенку, первое, что мы делаем, это нужно поставить вот тут по краю проема или по краю стены первый маяк. Ставить будем, проверять вот этим уровнем. Вот. Можно другой вариант сделать, если нет длинного уровня. Можно вот так вот делали, приматывали уровень скотчем к провилке, тоже подходит. То есть главное, нужна длинная плоскость, чтобы проверять плоскость. По маленькому уровню лучше не выставлять, потому что сделаете пузо, горбы и прочую историю. Вот. Ставить их будем на клей для гипсокартона, вот такой вот перфликс. Можно ставить и на сатен, на что-то другое. Вот, но дольше ждать. То есть я ставлю на клей для гипсокартона, потому что он быстро сохнет. То есть маяки я вот один отрезал уже по размеру, просто ножницами по металлу. Шпок, шпок, померили по высоте, отрезали. И все. Дальше замешиваем клей. Вот, клей для гипсокартона. И начинаем, так как тут слоя небольшие, там где-то до 3 сантиметров, то я выставляю на чистые ляпки этого клея. Вот, там, где слоя потолще, можно ставить сначала квадратики из гипсокартона, а потом уже на них устанавливать маяки. Так, я сейчас замешаю клей, покажу дальше, как ставить. Итак, клей замешали. Вот он. Видите, я мешаю довольно густой, чтобы маяк хорошо стал, то есть чтобы не плыло ничего и так далее. То есть еще совет по поводу, если перфликс будете заливать, вернее замешивать вот такой вот, неважно, обычный перфликс, клей для гипсокартона. Не замешивайте большими нормами, потому что он очень быстро застывает, потом будете выковыривать его из ведра кирпичами уже. Вот. То есть что дальше делаем? Набираем пару шпателей и лезем наверх. Тут я померил, у нас внизу 0, а вверху побольше. Там 3-5 сантиметров, 5 нету, 4, наверное, где-то. И по линии маяка начинаем ставить вот такие просто ляпки до низа. Расстояние между ляпками, где-то сантиметров 40-50, на свое усмотрение. То есть сверху ставим пожирнее, соответственно, потому что там слой побольше. Вот, а снизу поменьше ставим. Вот так вот. Сейчас уберу лестницу. Вот так вот. Шпок. Шпок. Набираем еще. Вот, делать желательно это быстро, клей надолго не оставлять, потому что он очень быстро, я же говорю, сохнет, застывает. То есть не сохнет, а застывает. Там происходят гипсовые эти реакции и все. То есть если там как бы первый раз ставите, лучше ставьте на сатен, подождите время какое-то, вот, чтобы оно застыло, проще вам будет работать с этим. Вот, как бы ляпки накидали, потом, если что, можно будет добавить. Теперь берем маяк, вот, по низу вдавливаем его почти в 0, вот, дальше берем уровень и начинаем его выставлять.
То есть придавливать его уже по плоскости уровня. Смотрим, чтобы здесь был уровень. Так, один маяк я выставил первый по краю проема. То есть, как видите, прикол в чем? Вот, то есть, во-первых, уровень, конечно же. То есть, вот, у нас он есть. Это первое. Вот. И во-вторых, проверяем щели по самому маяку. То есть, на всю длину маяка не должно быть щелей. То есть, все должно быть плотно, чтобы не было горбов и прочей фигни. То есть, проверяем низ и проверяем вверх. То есть, в идеале, конечно, провилка должна быть по длине маяка. Но у нас такого нет. У меня есть вот 2-метровая. Вот, все по уровню. Как видите, щелей нету. Вот. Перепроверим еще мелким уровнем. Вот. Вот так вот. Как видите, все нормально. Уровень четенький. Вот. То есть дальше что нам нужно будет делать? Самое интересное. Здесь нам надо будет прикрутить одну нитку, протянуть ее до конца стены, а затем рулеткой померить, чтобы здесь было одинаково по нитке. И по другому откосу тоже было одинаково от той стенки. Когда мы его там закрепим и поставим второй маяк по другому краю стены. Смотрите, первый маяк подстыл, основной, который мы выставили. Дальше мы прикрутили вот сюда шурупчик, примотали к нему нитку и прикрутили на ту сторону шурупчик тоже. Там не видно нитку, вот она, это нитка. Вот, мы ее уже выставили, покажу, что нужно, как выставлять. То есть, чтобы вот тут, с этой стороны, вот у нас здесь 29 по тому откосу. И с этой стороны так же само у нас 29, как видите, по тому откосу. То есть, все, стенки параллельны. Дальше, вот здесь, уже по вот этой нитке, как она у нас идет, выставляем второй основной маяк. Вот. Это будет ровная плоскость всей стены. Потом уже натягиваем нитки по этим маякам, штуки 4, и выставляем внутренние маяки. Вот. Этот маяк ставится так же само, как и первый, ляпухи. Выставляем по правилу, ждем пока высохнет, потом натягиваем нитки. Сейчас мы это сделаем и продолжим. Так, как видите, оба несущих крайних маяка выставлены. Вот он первый. Вот он второй. В другом углу стены. Вот. Нитка, как видите, то есть она не лежит на профиле, но там миллиметрик зазора примерно. То есть теперь проверим по проему еще. Вот, ставим. Тут у нас 29. И тут у нас 29. То есть, как видите, все четко, проем выровнен, обе стенки параллельны. Теперь нам надо, получается, выставить в центре вот тут и вот там дальше еще два маяка внутренних уже. Вот. И все. Надо будет ждать, пока они высохнут. То есть для этого что надо сделать? Для этого ставите 4 нитки примерно, вот где одна стоит уже. Вот здесь вот ставите одну нитку, здесь ставите одну нитку, ну и 2 нитки еще повыше, то есть, чтобы вы видели. Но я же говорю, все равно все проверяйте провилкой на плоскость. Постоянно проверяйте себя, перепроверяйте. То есть тут, как видите, я все выставил. Вот я прикладываю, это низ пока только. Вот, то есть щелей нигде нет, плоскость четкая и уровень. Вот он. То есть все хорошо. Что хочу сказать про клей еще. То есть один маяк, один замес, если на перфликс ставите. То есть ставите. То есть на будущее не оставляйте. Нитки натянуты у нас. Как видите, вот они. Одна, вторая, третья и там четвертая. Не знаю, видно вам, не видно, но они там есть. Вот. Маяк у нас внутренний один будет вот здесь. И один вот здесь. Вот. По ниткам мы их выставляем, но нитки это хорошо, как бы, но проверяйте все равно, я же говорю, правилом всегда, потому что правилом или уровень плоскость, потому что по ниткам горбы не видно. Вот. Поэтому все всегда, в общем, проверяйте, перепроверяйте. Сейчас мы поставим камеру на таймлапс, и я покажу в ускоренной съемке, как ставлю маяк.
Так, как видите, маяки мы все поставили. Все готово. Ждем теперь, пока высохнет все это. Снимаем нитки. Если Наперфликс высыхает, оно очень быстро. Вот, снимаем нитки, начинаем штукатурить. То есть слоя здесь довольно большие, по 5-6 сантиметров. Вот, это от того, что дому почти 150 лет, наверное, где-то так. Вот, дом очень древний, одесский. С первых построек, которые тут были, как видите, слой очень большой. Вот. Что хочу сказать, мы делаем эту квартиру полностью под ключ. Вот, будут все видео, все, что мы будем делать, это и стяжка, и плитка, и шпаклевка под обои, и декоративная штукатурка, и гипсокартон, и, в общем, все под ключ. Вот сейчас вы, как видите, это мы только начали штукатурить, а сдать мы ее должны, не знаю, там через полгода, как у нас где-то получится, полностью в идеальном состоянии, как говорится, под ключ. Там у нас стены уже отштукатурены, подготовлены. Покажи ванну. Вот, в ванной там будет тоже душ, туалет, там тоже уже поштукатурили цементно-песчаной смесью, инсталляцию поставили, зашили уже, все это будет плиткой обкладываться. Так что, кому интересно, пожалуйста, подпишитесь, жмите на бубенчик, колокольчик, вот, будет много интересной и полезной информации, особенно для тех, кто делает ремонт. То есть, видите, вот из этого такого вот говна, грубо говоря, окна будут меняться, все это будем делать мы. То есть никаких других людей сюда входить не будут. Сантехнику мы уже сделали тоже. Вот, все будем делать мы сами. Поэтому подписывайтесь. Всем спасибо, кто смотрел.